Всем привет, с вами Дэн, и у нас сегодня микробренд аж из Новой Зеландии, который базируется в городе Окленд и основана Дионом МакЭйси довольно-таки давно, существует она с 2000-х годов. Основа модели всегда вдохновлялась эстетикой Panerai, кажется, сейчас тоже, хотя, безусловно, эти часы никогда не были хомажами в прямом смысле, да. Все модели выпускаются очень небольшими тиражами, быстро раскупаются, они очень редкие. Есть даже отдельные версии с гравировками в стиле племен Океании, да, разных там стран. Есть и суббренды, но сегодня речь именно про часы Магрет. Кстати, Дион был создал один из первых микробрендов, который начал финансироваться через часы по предзаказу с оплатой взноса. И помню, кстати, как-то я сам оплачивал то ли 50, то ли $100 еще году там, в 2012, наверное. Но потом передумал и покупать ту модель, а депозит, в общем, до тех пор и остался. И Магрет это была одна из первых марок, про которую мы писали на сайте Гитат. Удивительно, но уже больше 13 лет, почти 14 лет. И так ни разу не было ни одного представления, ни одной модели Магрет на обзоре. Ну и, собственно, вот сегодня, наконец-таки, кстати говоря, с 2000-х годов, как я уже говорил, да, компания пример, ну где-то с конца 2000-х, уже на сайте не убрали почему-то эту дату. Вот. Ну, короче, сегодня вот одна из моделей. И давайте, собственно, вскрывать. Единственное, что хочу сказать, пока не открыл, откуда они все это берут. Из разных абсолютно стран, потому что в Новой Зеландии мало что своего производится, собственно. В плане часов, значит, кожаный чехол они покупают, соответственно, шьют в Окленде, прямо в Новой Зеландии. А все компоненты для часов из разных стран мира, как я уже сказал. Например, ремешки им делают в Канаде, дизайн они делают графический, в смысле, не концепцию дизайна, а именно 3D-моделирование делается в Тайване, на Тайване, но при этом новозеландцам неким. Вот. А циферблаты они закупают в Германии, ну и, собственно, как я понимаю, корпуса, браслеты в Китае. Ну, как, собственно, абсолютно большинство микробрендов и вообще часовых компаний. Короче, открываю коробочку, вот такая вот интересная. Кстати, спасибо Алину, который помог мне доставить эти часы из Новой Зеландии. Ссылку на него оставлю в описании к ролику. Так, поехали. Значит, у нас здесь вот такая бумаженца. И здесь указано, что это модель Leoncino, да, с швейцарским механизмом, 40 мм корпус, лимитка 100 штук. И здесь подпись Диона как раз, да. Но я с ним одно время переписывался, когда прям очень сильно интересовался. Вот, кстати, да, у них гравировочки тут всякие есть. Ну, тут скидосик. Это мой скидосик. Так, и тут у нас такой вот кожаный кейс, travel кейс. Это хорошо, в хозяйстве пригодится. Так, тут что-то все перевернулось. Опа, вот они, Магрет Leoncino. Ой, какая красотищенька, да? Сейчас пленочки сниму и продолжим. Вот такая модель, кстати говоря, линейка Leoncino львенок, да, маленький лев, можно так сказать, была представлена в 2014 году, и если большинство моделей на тот момент, они были прям, ну вот совсем такие Panerai подобные, то львенок, маленький лев, да, он чуть-чуть уже сильнее в сторону ушел, выделялся, да, на фоне остальной продукции. У модели было 42 мм по диаметру, ну, по размеру она все-таки более-менее такая квадратненькая. Вот. И было много таких элементов 60-х годов. И, собственно, уже потом был длительный перерыв, эта модель не выпускалась, а в самом-самом конце 2021 года решили они обновить Leoncino, следуя современной моде, сделали их еще компактнее и поменяли калибр на другой, на швейцарский. Ну, здесь у нас, как видите, корпус практически такой квадратный, в форме подушки и что-то такое, нечто среднее, как мне кажется, по духу, между Bell Ross, может быть, да, квадратными, и Panerai подушкообразными, потому что здесь, ну, такое немножко приплюснутая, что ли, подушка. В общем, нет, корпус не похож ни на PAM, ни на Bell.
Он поменьше, сейчас мы все посмотрим, конечно, да. Значит, здесь браслет трехзвездный, достаточно такой легкий. И немножко похоже, может быть, вот концепция по духу на то, что делает Bell Ross в своих новых моделях, да. Но надо сказать, что Магретто вышел раньше, чем Bell Ross. Вот так вот. А здесь застежка бабочка, то есть такая модель подразумевается, что это не какой-то дайверс, да, а именно вот на повседнев, на casual, на спортивную модель в такой вот, ну, можно сказать, относительно дайверской стилистике, хотя и ну, не совсем, наверное, это будет правильно сказать. Что мне нравится, у браслета есть система быстрой замены, а здесь в комплекте мы сейчас с вами рассмотрим, там достаточно большое количество ремешочков, значит, заменять его можно быстро, маленькие достаточно звенья, так что можно подобрать под свое запястье, это хорошо, на винтах браслет. Что еще сказать? Есть несколько вариантов оформления, каждый вариант выпущен по 100 экземпляров. Каждое стекло сапфировое, водозащита 200 метров, вполне себе дайверская. Стрелки и метки покрыты суперлюминовой BGW9. Внутри стоит швейцарский механический калибр Селита SW201. Цена у них $690. С таким-то механизмом, да, и с такими характеристиками вполне себе приятно. Давайте глянем быстренько, что по размерам. 40 у нас с небольшим по корпусу, высота 12,3, браслет вот в этой части 20, но в месте, где он крепится к корпусу, здесь намного больше. Я думаю, что здесь... Так, стоп, что-то я туплю. Здесь тоже 20, да, все правильно, 20. 20, ну и что касается от ушка до ушка, хотя для подушки это не совсем может быть правильно говорить, 46,5. Мое запястье 18,5. Ну и вот что мы получаем. Ушей здесь практически нет, они как часть корпуса сразу скошены вниз. Кстати, некоторые есть такое ощущение, как будто бы это интегрированный браслет, но, как я говорил, нет. Здесь можно менять, баловаться с, в общем, разные ремешки пробовать. Они, как мне кажется, чуть-чуть кажутся и носятся, да, крупнее, чем они есть. Мне кажется, ближе к 42, но это, в принципе, хорошо. Модель вполне себе универсальная. Браслет, как я говорил, такой с небольшими звеньями, поэтому сидит просто-таки шикарно, да, сразу прям раз, обхватывает запястье, очень-очень приятно. Слушайте, ну, на запястье они хороши. Вот чувствуется, да, что для вот этого корпуса прям правильно сделан размер. И запас, посмотрите какой, ну здесь сантиметров чуть ли не 8. В общем, на любую лапу, что называется, налезу, да. Круто. Мне нравится, как они на запястье смотрятся. Вообще свежо и, ну, не похоже на что-то прям другое. Вот мое ощущение такое, пишите, собственно, как вам. Так, а давайте... Что посмотрим, у нас тут, соответственно, заводная головка завинчивается, потому что 200 метров. Имеется небольшое окошечко даты, я сначала его, кстати говоря, не заметил даже. Но вот оно есть между отметкой 4 и 5. Наклонный ободок такой, да, под бронзу, а может быть он и есть из бронзы, но я что-то не увидел в описании на сайте, ну, наверное, все-таки под бронзу, такой золотистый, как и стрелки, в общий тон у нас идет и люминово, и интересно сделан циферблат, да, ну, во-первых, у нас рант добавляет такого и пространство вот это наклонное, и он добавляет, как бы делает чуть-чуть визуально шире и глубже этот циферблат. Интересно, да? Крупные стрелки такие, прям карандашики. И, ну, кстати, вот сатинирование по стрелкам, сатинирование по внутреннему вот этому кольцу, как будто бы действительно вот под бронзу сделано. Прикольно. Цифры 12, 3, 6 и 9, они идут такие объемные. В двузначном исполнении, да, сделали, слегка такие выпуклые. А все остальные метки сделаны по методу сэндвич. Ну, плюс еще точки люма есть не как сэндвич, да, на минутной разметке. В общем, много структурный такой циферблат, интересно. И дата на синей подложке, кстати говоря, что хорошо, что правильно, к деталям внимание есть. И она, ну, не бросается особо в глаза. Мне это нравится. Заводная головка, кстати, необычная, такая плоская, но при этом на такой вот как бы ножке. Корпус полностью сатинированный, грани здесь такие сглаженные, и в целом он такой, да, как вот
ну, как мыло берешь в руки, да, не совсем как мыло, конечно, не как вот Сейка 5 делает, а вот, ну, все равно такой достаточно сглаженный везде. На задней крышке красивая гравировка, здесь логотип Magret, основные характеристики, кстати говоря, да, сталь 316L по корпусу и по браслету у этой модели. И циферблат, такой немножечко... Солнечные лучи здесь проглядывают, поэтому он оттенок немножко меняет в зависимости от освещения. Симпатично сделано. И такой, кстати говоря, люмчик, по-моему, здесь капелька люма еще и на конце секундной стрелки. Так, ну а мне хочется вместе с вами сейчас посмотреть, что у нас тут еще в комплекте. Значит, у нас, во-первых, есть от Диона, да, карточка здесь, визиточка. Кстати, вообще очень приятно сделан кейс. Один из лучших, наверное, который я встречал. Так, инструмент для замены... точнее для укорачивания браслета, это раз. Два, это у нас ремешочек НАТО. Кстати говоря, здесь есть и ремешок НАТО, и ремешок кожаный, то есть все, что требуется для подобного плана часов, все можно попробовать. Ремешок такой достаточно стандартный, кстати, не брендированный, но с приятной фурнитурой, и оттенок, ну-ка, как здесь подходит. Ну, вполне себе, прикольно будет, прикольно именно на лето вот с таким ремешком. Это хорошо. Так, что у нас тут еще есть? Здесь какая-то еще хреновина, не знаю, что это. А, это понятно, это здесь у нас было вот это. Так, ладно. И, собственно, еще один ремешок уже кожаный. Этот брендированный, о, прикольная бакля, кстати, с красной подложкой, как у ракеты. Система быстрой замены есть. Лорика, это как раз вот канадские ремешки. Слушайте, мягкий такой классный ремень, прикольный. Здесь утолщение. Ну и на ремешке, наверное, они будут более строгие. Но, правда, красный к вот этому... золотистому не очень, мне кажется. Но, в принципе, попробовать можно. Ну и, с другой стороны, в любом случае, в хозяйстве, что называется, пригодится. Тем более ремешок фирменный. Давайте глянем, сколько все это добро весит на полном браслете. 165 грамм. Кстати говоря, не так уж и много. И что касается браслета, такой интересный браслет, необычный. Внутри вот это вот центральное звено, оно как будто бы как такой, как пуля, такое ощущение. Но он прям действительно круглый такой. И здесь круглые центральные звенья, и вот это небольшое соединительное звено тоже такое полукруг, да, как будто бы. И оно с зеркальной полировкой, и это единственное, что здесь зеркальная полировка. А первое звено, которое вот крепится, оно чуть пошире, чем остальные. Блин, прикольный браслет, мне прям нравится. Здесь он, кстати, тоже брендированный. С нижней стороны, ну нет, не острый, приятный браслет. И, собственно, здесь тоже такое сатинирование по внутренней части браслета. Хорошо исполнен браслет, слушайте, постарались. Ну, я вот честно говорю, я очень плохо знаком вживую именно с часами от Magritte. Я видел только их первые модели когда-то, давно уже. И, конечно, вот эта модель, она же свежая у нас, да, конец 2021 года. И, ну, производит впечатление уже серьезного, хорошего, взрослого продукта, да. Ну, понятно, что бренду уже 20 лет, наверное, где-то. И развивается, старается, и аутсорсит запчасти со всех стран мира, да. Поглядим сейчас в макро, но мне нравится. Да, за $700 с селитой, с таким хорошим комплектом, вполне себе цена, я бы даже сказал, весьма и весьма адекватная. Так, значит, вот у нас кольцо с надписями Magritte везде. Аккуратные стрелки, аккуратный люм, полусэндвич такой получился. Здесь кольцевое сатинирование, кстати, незаметно вживую, ну, вблизи я имею в виду, а вот тут видно, прикольно. И сатинирование практически везде, кроме центрального звена у браслета. Ну и задняя крышка прям хороша. Что скажу по итогам? Я уже сказал, что цена, качество и комплект прям очень-очень адекватные. Я бы даже сказал, супер.
Качество изготовления и исполнения корпуса циферблата и браслета мне очень понравилось. Дизайн свой, поэтому, слушайте, ну если нравится такая стилистика, то, конечно, берите. Единственная проблема то, что с Новой Зеландией, конечно, ну, крайне-крайне затруднительно будет такие часы получить. На этом у меня все. Микробренд, который меня прям порадовал, хотя, казалось бы, что еще можно, чем можно удивить. А вот удивили. Все, всем пока, с вами был Дэн, увидимся.